Впервые со времен лихих 90-х спецназ МВД врывается на юбилей главному вору в законе прямо в Москве. А в это же время на другом конце Европы великий босс всех боссов Тариэл Аниани собирает армию боевиков в Греции, чтобы уничтожить своего главного врага. Он приехал, чтобы поставить точку в войне кланов. Он передал послание: «Хотите качать или мириться? Я здесь». Но произошло то, чего в криминальном мире не прощают. На эту стрелку никто не пришел. Сегодня на канале CrimeTime.ru мы покажем, как рушится воровской мир, как элиту криминала заставляют дрожать на камеру в Подмосковье и как великие кланы пожирают сами себя в европейской иммиграции. Сходка воров в законе в Москве – это явление, которое казалось вымершим вместе с малиновыми пиджаками. В последний раз правоохранители пресекали подобные массовые встречи коронованных особ по случаю круглых дат почти 30 лет назад. Самый громкий случай был в 1992 году. Тогда в мотеле «Солнечный» повязали Шурика Захара и легендарного «Роспись». Чуть позже, в 1995-м, спецназ нагрянул к Рамазу Дзнеладзе в гостиницу «Украина». С тех пор тишина. Законники усвоили урок. В Москве больше нельзя собираться в открытую. Но история сделала круг. Третий случай в истории произошел буквально вчера, спустя 30 лет. Знакомьтесь, Сурен Тавадов, в криминальном мире известный как Сурен Андижанский. Человек, живущий в Москве с 1994 года. Личность легендарная. Любимец самого убитого патриарха мафии деда Хасана. Сурен – последний вор, коронованный до того, как огромная масса воров разбилась на враждующие кланы на знаменитой большой сходке в Лужниках. Сурену исполнилось 50 лет. Авторитетный законник решил отметить эту веху. Тихо, в узком кругу, без стрельбы в воздух и цыган. В дорогом ресторане «Новорижская застава». Но для Главного управления уголовного розыска и оперативников Московской области такое мероприятие не могло пройти незамеченным. И дело не в самом Сурене. Основанием поздравить юбиляра лично стал состав гостей. За одним столом с обычными родственниками сидели два титулованных тяжеловеса – воры в законе Вагиф и Торчик. То, что произошло дальше – идеальная иллюстрация того, во что превратился воровской мир в России. В духе времени ни один из авторитетов на прямой вопрос оперативника «Вор ли он?» не ответил утвердительно. Никакой воровской гордости на камеру, только желание поскорее уехать домой. К счастью для виновника торжества, обвинения никому не предъявили. Ради справедливости отметим, Сурен Тавадов на этих кадрах выглядел гораздо лучше и свежее, чем на всех своих допросах десятилетней давности. Вагиф, Торчик и сам юбиляр вскоре оказались на свободе. Государство просто щелкнуло их по носу. Мы видим все, не забывайтесь. Осознав, что в России кислород перекрыт окончательно, настоящая воровская политика с ее интригами и кровной местью давно перекочевала в Европу. И именно там сейчас разворачивается главная драма. Европа. Преддверие дня летнего солнцестояния. Клан Ониани Джангвиладзе решает сделать ход конем. Великий Тариэл Ониани, отсидевший огромный срок в России и Испании, и его правая рука Мераб лично нагрянули на территорию противника, в Грецию. Их цель – усадить за стол переговоров своего злейшего врага, лидера конкурирующего клана Лашу Шушанашвили. Это была не просто деловая поездка. Таро привез с собой полноценный штаб. Свиту составляли неразлучные с ним Ливан Абуладзе и Жора Навериани. Специально из Вены прилетел влиятельный Ахмед Сутулый. В группе поддержки был и племянник босса Мамука Ониани, а также Ика Данелия и Бачука Пачулия. Но самая интересная фигура в этом кортеже – вор Ватия. Криминальный мир полон абсурда. Именно этот человек, Ватия, в 2022 году имел дерзость тормознуть самого Тариэла Ониани. За этот проступок сторонники Таро его жестоко избили. И что мы видим сегодня? Избитый Ватия сопровождает Таро в деловых поездках как верный пес. Понятия размыты окончательно. Тариэл прибыл в Грецию и передал грекам во главе с Лашей жесткий ультиматум. «Хотите качать или мириться? Я здесь».
Для соблюдения древней воровской процедуры были специально приглашены нейтральные судьи-воры – Ливан Хейранов, Сасоки Килия и Томас Аданая. Сходка должна была состояться в Салониках, где уже давно обосновался Лаша Шушанашвили. Стол был накрыт, судьи ждали, свита была готова, Таро ждал триумфа. Но Лаша просто проигнорировал их. Ни в назначенный час, ни на следующий день, ни через неделю Шушанашвили-старший не появился и даже не вышел на связь. Это беспрецедентный шаг. В старые времена неявка на сходку означала автоматическую потерю имени и признание своей вины. Но сегодня Лаша дал понять Таро: «Ты для меня никто, и качать с тобой я не собираюсь». Съехавшиеся воры целую неделю сидели в Салониках в неведении, чувствуя себя глупо. Из всех греков Таро удалось встретиться только с Тавой и Зазой Амбраладзе. К слову, Заза — это тот самый человек, который в 2009 году поставил подпись под злополучным прогоном против Таро, который имеет силу до сих пор. Унижение было колоссальным. Но это был еще не конец провала. Готовясь к этой сходке, Таро подстраховался. На случай, если бы мирные переговоры переросли в бойню, в соседней Болгарии была сосредоточена тяжелая артиллерия, поддерживающие Териэла турецкие воры. Это была целая бригада силовиков – Цика, Жоржикич, Чинка, Энца, Беса, Чута и другие. Но в последних числах июня произошло фиаско. Европейская полиция, видимо, получив наводку, накрыла всю эту резервную армию. 12 воров в законе были задержаны в Болгарии в лучших традициях пироговки, когда в 2008 году вместо конкурентов на сходку явились шаболовские оперативники. Но самая драматичная деталь этой поездки кроется в другом. Из-за глобального конфликта кланов в воровском мире действует мораторий, наложенный Шакро. Уже 12 лет семья не пополняется свежей кровью. Новых воров просто не коронуют. Старики умирают, садятся в тюрьмы, а замен им нет. Понимая это, клан Джангвиладзе привез с собой в Грецию 69-летнего сухумца Будхуза Кахриидзе, бывшего вора. Джангвиладзе обещал старику, что если сходка пройдет успешно и Лаша капитулирует, они прямо там решат его вопрос и вернут Будхузу имя, которого он лишился долгих 30 лет назад. Старик ехал за мечтой. Но ввиду полного провала дипломатической миссии сходка не состоялась. Реанимация статуса Будхуза, как и надежда на мир в воровской семье, отложены на неопределенный срок. 69-летний старик уехал обратно ни с чем. Два события, произошедшие в одно и то же время, обнажили горькую правду. Эпоха Великой криминальной империи мертва. В Москве, на родине их власти, они больше не могут даже спокойно отпраздновать юбилей, не получив визит спецназа. Их гордость сломлена. На камеру они отказываются от своего имени, чтобы не сесть за решетку. А в Европе, куда они сбежали, они превратились в стареющих генералов без армий. Они назначают друг другу стрелки, на которые никто не приходит. Они возят за собой избитых приспешников и обещают короны старикам, но не могут выполнить даже этого. Воровской закон рухнул под тяжестью их собственных амбиций и обид. Если вам нравится формат наших глубоких расследований, ставьте лайк и подписывайтесь на Crime Time.ru. Как вы считаете, сможет ли Териэл Аниани отомстить за такое унижение в Греции, или его клан окончательно потерял зубы? Пишите свое мнение в комментариях. Берегите себя и помните, любое преступное царство рано или поздно пожирает само себя.